А тем временем мы все еще ждем видео из бассейна. Ох, ребята, пока у нас лето, пока вы по отпускам, мир искусственного интеллекта не стоит на месте, и каждый день выходят новые обновления у нас. Поэтому подготовила для вас такой экспресс-выпуск, чтобы быть в курсе событий и знать, что происходит. Потому что во многих старых приложениях происходят очень крутые обновления, и также много появляется чего нового. Поэтому поехали! Новостной выпуск. И первая новость. У нас японский стартап запускает новостной канал, который будет показывать новости специально только для тебя. Что это будет за технология? Они будут смотреть, что ты больше всего смотришь, за чем следишь, твой поисковик, и каждый день будет все больше и больше узнавать тебя и создавать новости только для тебя с цифровыми ведущими на разные языки, которые ты себе выберешь, и разные предпочтения. Либерал ли ты, либо комсомолец. Новостные выпуски уже будут доступны этой осенью. Ссылочку я оставлю в описании, чтобы вы посмотрели, что это будет и как оно будет выглядеть. А у нас вторая новость про ChatGPT, который выпускает очень много крутых обновлений. А в чате GPT у нас такие 4 классные обновления, которые будут интересны вам. Первое обновление — это теперь он становится все более быстрее и удобнее для тех, кто использует его каждый день. У него появляются такие шорткатсы. То есть, к примеру, если мы хотим удалить какой-нибудь старый чат, для этого нужно будет нажать всего лишь Command-Shift-Delete, Command-Shift-O, создается новый чат. Если мы хотим изменить Custom Instructions, у нас Command-Shift-I и так далее. Я скину вам скриншотик, чтобы вы изучили. Вторая приятная новость: теперь можно загружать туда до 10 разных файлов. Особенно это будет интересно тех, кто использует ChatGPT для анализа данных, ваших отчетов или так далее. Кстати, по отчету я бы очень сомневалась бы загружать. Но теперь туда можно загружать более 10 файлов, что, соответственно, намного увеличивает объем данных. Третья такая классненькая новость для тех, кто пользуется чатом GPT-4. Если вы раньше много с ним взаимодействовали, у вас была ошибочка, потому что было ограничение 25 сообщений, то теперь они увеличили это до 50 сообщений. Соответственно, в 2 раза больше информации. И еще одна такая новость. Думала говорить, не говорить, но, возможно, кто-то из вас не следит пока на отпусках. В чатом GPT появилась Custom Instructions. Что это такое? Теперь чат GPT не нужно каждый раз говорить, кто ты такой, чем ты занимаешься, чтобы его обучать. А в настройках Custom Instructions, настройка Beta Setting Custom Instructions, ты сразу же устанавливаешь, кто ты такой, чем ты занимаешься, где ты живешь, чтобы он полностью о тебе знал, чтобы давать лучшие ответы, и как ты хочешь, чтобы он тебе отвечал. Если раньше тебя не устраивали ответы чата, они были слишком короткие или слишком длинный. Сейчас ты можешь это ему установить, в каком тоне с тобой говорить, насколько длинные сообщения, нужно ли давать свое мнение, не нужно ли давать свое мнение, на что ему опираться при ответах. В общем, сейчас ты можешь настроить его полностью под себя. Очень крутое обновление, я его начинаю пользоваться, и ответы действительно поражают, насколько они стали лучше, нежели без Custom Instructions. Следующая хорошая новость для художников, для иллюстраторов, которые боятся, что ИИ их заменит. Будут появляться такие компании, которые будут запрещать использование ИИ. Такие как Dungeons & Dragons, например, запретили использовать ИИ в создании иллюстраций для игр. Это решение было принято после того, как фанаты Dungeons & Dragons начали жаловаться на замеченные искаженные части тела, а последствием этому стал иллюстратор, который работал с Dungeons & Dragons более 10 лет, который действительно воспользовался ИИ в создании героя. Не знаю, станут ли другие компании игр, либо больших корпораций запрещать ИИ. Что вы вообще на этом думаете? Потому что вопрос по использованию нейросетей в создании иллюстраций до сих пор открыт, и мы пока не знаем, что будет дальше. Ребята, следующая новость. Станьте главным героем в мультике South Park, особенно если вы его очень любите. У нас компания Fable Simulation с помощью искусственного интеллекта создали инструмент на основе искусственного интеллекта, благодаря которому пользователи по его запросу смогут создавать мультики в South Park, где они будут главными героями. Как это будет работать? Вы пишете ваш запрос, на фоне вашего запроса формируется выпуск. Дальше в этом инструменте вы можете создавать своего собственного персонажа, загружать туда ваш голос, вашу фотографию, и вы будете становиться героем South Park. Правда, конечно же, вас не покажут на телевидении, это будет только доступно для вас, но поиграться с друзьями, рассказать, что тебя сняли теперь в Голливуде, что ты выиграл какой-то приз, можно, почему бы нет. В Голливуде на самом деле проходят огромнейшие страйки, актеры выходят и страйкуют, потому что боятся, obvious, своего будущего, что сейчас уже новости создаются с помощью ИИ. Да, сейчас можно будет создавать CGI-героев, просто можно
можно брать тебя deepfake, забирать и создавать всякие фильмы и мультфильмы, да, и это будет все больше и больше прогрессировать. Актеров понятно, почему они обеспокоены. Что насчет вас? Вот скажите, вы, как простой пользователь, который смотрит фильмы или мультики, будете ли вы смотреть фильмы с AI-героями, там новостные каналы с цифровыми ведущими? Мне очень интересно услышать ваше, потому что как креатора меня это тоже очень сильно волнует, потому что в Соус-парке они даже уже выпустили выпуск, который был написан, на минуточку, с помощью чата GPT. Как вам такое? Сгенерированные эпизоды я оставлю в описании, посмотрите на это и напишите ваше мнение. Безусловно, после просмотра этого видео, ребята. А у нас новый инструмент, который называется Sound Match, который будет искать музыку специально под вас. Как Tinder для половинок, только предложение для создания персональной музыки под вас, для вашего ролика или для вашего бега. Из минусов оно платное, но есть пробный период на первый месяц. Посмотрите, попробуйте. Следующей новостью от Гугла. У Гугла появляется много новых обновлений. Они сейчас играют со своим AI-поисковиком, чтобы вам сразу же по запросу выдавался коротенький ответ со всеми ссылочками, предложенными материалами, а не как это было раньше. Вместо того, чтобы написать лучшие национальные парки, вы сможете написать, какие есть национальные парки, чтобы пойти с ребенком или с собакой. Этот новый подход может действительно изменить то, что мы делаем в интернете. И если Google это сделает, это действительно поменяет его использование. Например, если вы захотите купить велосипед, вы сможете просто написать, какой правильный велосипед для ежедневных поездок. И он сразу же предоставит для вас выборку. Пока эта функция работает так себе, я вам скину ссылочку, можете пройти потестить. Вообще там очень много разных новых продуктов от Гугла. Можно записаться на вейтинг-листы и протестить. Следующая новость про HashNote. Платформа вообще на самом деле для разработчиков, поэтому если у нас есть разработчики, вы, возможно, о ней слышали. Но я расскажу для неразработчиков, как ее можно использовать для нас и заменять нам альтернативы тех же Perplexity или чата GPT. Одной из ключевых особенностей HashNote является возможность автоматического резервного копирования и публикации статей из вашего репозитория GitHub. И недавно HashNote Pro предоставил функцию на основе искусственного интеллекта для улучшения процесса написания кода. От себя хочу сказать, как не для разработчиков, а использовав RIX, это внутри HashNote. По сути, это инструмент Perplexity, но выглядит как там свой закрытый кабинетик. То есть ты можешь спрашивать все то же самое, что ты спрашиваешь в Wix. К примеру, как создать сайт, если я не разработчик. И он описывает все шаги, как создать сайт, какие использовать инструменты, шаг за шагом, предоставляет все ссылки. Но в отличие от Perplexity, у тебя есть в личном кабинете, ты это все можешь сохранять, возвращаться к этому чату и дальше с ним общаться. И если чат GPT не всегда выдает хорошие результаты по ссылочкам, то здесь ссылки все рабочие. Но есть один минус, он не совсем хорошо понимает русский, то есть он будет выдавать ответы, вот, к примеру, вот такие вот, но, как мы видим, нужно периодически догадываться, что же это была за буква. Ссылку на инструмент я предоставлю в описании, поэтому все ссылочки смотрите в описании к видео. У нас крутые еще обновления в Runway. Если раньше можно было создавать ролики до 4 секунд, сейчас они повысили это до 16. Как оно работает? То есть оно генерирует вначале тебе ролик на 4 секунды, потом ты нажимаешь Extend 4 seconds, оно тебе это видео продолжает, и так можно сделать 3 раза. Вот что получилось у меня по запросу A Robot Takes to the Skies. Вначале, возможно, хорошо, потом мы видим, что немножечко ему сложно дается продолжение видео, но все же что-то уже улучшается. И, по крайней мере, какую-то из ваших идей можно реализовать и посмотреть. По видео, текст видео у нас еще обновление от Pika Labs. Мы о нем говорили, об этом сервисе. И они предоставляют теперь функцию тоже преобразования текста в видео. Это доступно в Дискорде, где, как в Midjourney, мы пишем промпт и получаем картинку. Здесь мы пишем промпт и получаем видео. Вот такое видео получилось сгенерировать у меня. В принципе, учитывая то, что сейчас все сервисы более-менее так работают, не что-то революционное, я бы сказала, но уже что-то, где вы сможете генерировать какие-то из ваших идей, если вам не понравится тот же Runway. И у нас обновление от Google Bard. Google прямо сейчас видно, как сильно работает и выкатывает обновление. Первое, у нас теперь работа с изображениями. Кстати, сейчас пока Bard работает лучше всего. Что он теперь может? Мы можем прислать туда нашу картиночку, он ее полностью анализирует и пишет, что на этой картинке. Смотрим пример. Вот скинута водичка и насколько хорошо он ее описал. На фотографии изображена бутылка с водой на пляже. Бутылка голубая, Aladdin Fresco Twist and Go Bottle. Stainless Steel, 0,6 литров. Она стоит на песке перед океаном. Вода в бутылке прозрачная, без пузыриков. На заднем плане изображено голубое небо с несколькими облаками. На заднем плане небольшая волна в океане. Ответ супер точный и сейчас является пока одним из самых лучших инструментов по считыванию картинки. Одно из мелких более обновлений. Теперь можно все
ваши переписочки с Бардом отправлять вашим друзьям, то есть теперь можно делиться этими переписками с помощью специальных ссылок. Третье обновление, теперь можно экспортировать код Python в Replit и Google Colab, и можно закреплять или переименовывать ваши разговоры, чтобы потом их легче было найти. Еще одно обновление от конкурента, по крайней мере ближайшего конкурента для Midjourney, Leonardo. Leonardo выпустила свое приложение на iOS. Если Midjourney до сих пор стоит в Discord, то Leonardo уже выпускает приложение для телефона. Поэтому скачивайте, пробуйте. По сравнению с Midjourney у них еще есть бесплатные попытки. И напишите в комментариях, как вам. И еще одна новость. Хотела бы поделиться реалиями, чтобы развеять миф. Да, сейчас в интернете, возможно, вы уже видели, да и я говорила вчера в телеграм-канале про это приложение MyMap.ai, которое генерирует тебе любые карты, да, с твоих запросов. И если в интернете, особенно там в Инстаграме, очень многие показывают это с супер хорошей стороны, какая она гениальная, какие крутые карты она рисует, то я попользовалась мапом и скажу вам реалии, что не такая же она и крутая. То есть в нее встроен чат GPT, и она в принципе вам отвечает на вопросы. Да, это крутая майнд-карта в плане того, что она и понимает русский, на русском языке генерирует, но она не сгенерирует сразу же, добавит все картинки, все ссылки, все распишет по категориям. Нет, ты пишешь запрос, она тебе отвечает. И дальше предлагает опять задать вопрос. Ты опять задаешь вопрос, она тебе опять отвечает. Ты можешь, конечно, это расширять, сбоку добавлять какие-то элементы, но это не то, что показывают люди, что по одному запросу она сразу же тебе сгенерировала весь твой план, стратегию на месяц или на неделю вперед. Нет. Сюда нельзя загружать никакие либо файлы, поэтому, скорее всего, все в текстовом формате. Ну, в общем, это не та самая идеальная майнд-карта, которая построит за вас все с одного запроса. Так, на всякий случай, потому что здесь нет бесплатного использования, только платное. Я специально оплатила эту теорию, чтобы показать вам, чтобы протестить, а не просто брать рекламу от разработчика, поэтому вот такое вот. Сами видите, что оно мне написало. Решила просто протестировать, как оно будет работать. Напишите, какая новость понравилась вам больше всего. Я буду знать, в каком направлении двигаться и что вообще вам рассказывать. И напишите, насколько глубоко мне нужно углубляться в более технические аспекты, чтобы дать вам то, что вам надо. Ну все, это были все новости на сегодня. Хорошего вам недели, лета, отдыха. Трудимся, создаем, идем в изучение и пока.